Еще один очень интересный узор. Для этого узора набирается любое число петель. Я буду работать с нечетным числом петель. Для узора я набрала 21 петлю, снимаю одну спицу и перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд будет очень простой, все петли лицевые. Итак, первую кромочную я снимаю, последнюю провязываю лицевой. Снимаю первую петлю, увожу нить за работу и дальше вяжу все петли лицевые до конца ряда. Переворачиваю изделие и следующий ряд второй. Раппорт этого узора всего 2 петли и 2 ряда, но в шахматном порядке относительно друг к другу. Первую петлю опять снимаю, это кромочный. Следующую петлю провязываю лицевой, следующую петлю снимаю, нить за работой, вот так. Да? Увожу нить назад и снимаю одну петлю, просто перебрасываю ее с левой спицы на правую, не провязываю. Опять лицевая, опять снимаю нить за работой, опять лицевая, нить за работой. Чередую так до конца ряда. Переворачиваю изделие и перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд будет идентичен первому, и здесь тоже все петли вяжутся просто лицевыми. Первую петлю снимаю и дальше вяжу лицевыми до конца ряда. Вот эта петля была не провязана в предыдущем ряду, ее провязываю лицевой. Все лицевые до конца ряда. Я нашла в интернете варианты названия этого узора. Это либо тычинки, либо китайские волны. Мне больше нравится вариант названия тычинки. А какой вариант больше нравится вам? В общем, вяжу в третьем ряду все лицевые до конца ряда. Кромочную тоже провязываю лицевой. Снова разворачиваю изделие и перехожу к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд идентичен второму, но делается в шахматном порядке. Первую петлю снимаю, это кромочная, и если во втором ряду первая петля была у нас связана лицевой, то теперь мы ее снимаем, нить за работой. Вот так снимаем, нить за работой. Следующая провязывается лицевой. И чередую эти 2 петли до конца ряда. Снимаю, нить за работой, лицевая. Снимаю, нить за работой, лицевая. И в общем вяжу так до конца ряда. Не забываю, что кромочную я делаю лицевой. На этом один раппорт моего узора завершен. То есть в петлях это будет 2 петли, а в рядах это будет либо 2 ряда в шахматном порядке, либо просто 4 ряда. Продолжаю чередовать эти ряды на нужную высоту. Провязала я несколько рядов этим узором, и вот что получается. Посмотрите, вот они, эти тычинки, и между ними такие вот стежки, да? Вот стежки в шахматном порядке. Технический рисунок этого узора выглядит вот так, напоминает изнаночную гладь.
И сейчас я вам покажу тот же самый узор, но на более плотной вязке. Здесь у меня тонкий мерсеризованный хлопок и спицы номер 2. Вот ячейки, смотрите, какая красота. Маленькие ячейки. И изнаночная сторона, технический рисунок, напоминает изнаночную гладь спицами. Я думаю, таким узором можно связать какой-нибудь пледик, шапочку, шарфик, кофточку. На тонкой пряже получается очень плотная вязка. Поэтому, я думаю, пледик будет очень красивым. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что задаете вопросы и пишите комментарии. Спасибо за внимание. Пока-пока.